Всем привет! Меня зовут Анна Боне. Я психотерапевт, создатель техники инновационного метода нанотрансформации. На основе моего метода уже сейчас создается искусственный интеллект. И в очень скором времени мы презентуем эту систему на международном рынке. И моя вся система и техника направлена на создание новых нейронов, с помощью которых человек создает новые паттерны в жизни и таким образом выживает в новое время. Прямо сейчас хочу обсудить с вами интересную тему. Эта тема касается денег. Эта тема касается обновления всех денежных систем в мире. Дело все в том, что я прямо сейчас хочу рассказать именно о той системе, в которой я нахожусь, но начну издалека, потому что сначала обсудим всю финансовую модель, которая работала до сегодняшнего дня в этом мире. Вся банковская система пирамидальная. Пирамидальная структура, она подразумевает под собой такую систему, в которой есть верхушка создателей и есть низы пользователей. Когда мы с вами находимся в какой-то нижней части пользователей, то мы всегда этими пользователями остаемся и никогда с вами не переходим в верхнюю часть верхушки создателей. По этому принципу создана вся экономика вообще мировая, все банки мировые. По этому принципу создан доллар, бумажные все деньги. Это все мировая финансовая, именно пирамидальная система. И мы живем в этой системе практически финансово безграмотными людьми, потому что мы в ней находимся, мы ее пользуемся, и мы чувствуем зависимость очень сильно от нее. Мы не можем выйти из этой гонки. Нам постоянно необходимо зарабатывать деньги, потому что нам нужно выжить. И для того, чтобы выжить, нам нужно зарабатывать. И это все получается замкнутая такая цепочка одного и того же. И дело все в том, что на Земле сейчас происходят колоссальные изменения. Как я вам уже говорила, так меняется мир, настолько меняются энергии в этом мире, что энергии меняют все вокруг происходящего. И энергии переходят в высокочастотные, и они начинают трансформировать всю нашу с вами жизнь. И жизнь трансформируется не только внутри наших тел, но и все процессы, которые снаружи у нас происходят, они тоже пребывают в состоянии трансформации. Конечно же, трансформируются деньги, конечно же, трансформируются отношения людей к деньгам, конечно же, трансформируется наше с вами восприятие денег. Если ранее мы привыкли относиться к деньгам как к некоторому энерговзаимообмену, вот это состояние торговли, ты мне, я тебе, ты мне батоны, а я тебе деньги, то сейчас в мире настолько изменились энергии, что система, в принципе, торговых взаимоотношений ушла. Она уже ушла, но люди все еще ее пытаются удержать. И та пирамидальная структура, верхушка которой является вообще 1% по отношению ко всей массе людей, это 1% людей, которые держат всю финансовую структуру и всех людей в зависимости. Ей, этой 1% массе людей, этой верхушки, ей очень выгодно, чтобы все остальные люди так и продолжали оставаться овцами, невидящими, бегающими, постоянно работающими, постоянно нуждающимися, постоянно в каких-то состояниях неда и в нехватке. И, конечно же, этот 1% людей, он тоже является очень сильно зависимым от денег и от всей пирамиды, потому что без этой пирамиды, этого 1% людей просто не будет существовать. Они не будут знать, что им делать, чем им заняться. Они не умеют жить без контроля людей, они не умеют жить без того, чтобы управлять людьми, они без этого не умеют жить. И они всегда будут стращать какие-то события, обострять конфликты. И для этого процента людей, для той верхушки пирамиды очень выгодно, чтобы были войны, очень выгодно, чтобы люди были всегда, знаете, как нуждающиеся, и они регулируют процессы, точнее не то, что регулируют, а они контролируют и манипулируют всеми процессами на планете за счет того, что они гоняют людей. Давайте что-то уберем, давайте что-то запретим, и наоборот этим спровоцируем человеческие массы и людей
на какие-то серьезные обострения. Так всегда и происходит в этом мире. И дело в том, что чем мы менее с вами осознанные, тем мы меньше замечаем эти обострения. Что важно, я хочу вот донести в сегодняшнем видео, объяснить, что существует, представьте, вселенская часть, в которой свои процессы происходят, в которой происходит процесс перехода на высокие частоты. И еще параллельно существует, представьте на секундочку, еще человеческая часть, вот эта верхушка пирамиды, которая себя считает самыми умными, самыми способными, самыми осознанными, и которая желает манипулировать остальными людьми. И есть люди, еще определенная часть, люди, которые проживают эту жизнь, которые находятся в колебаниях между вселенской частью и между социальной частью, между теми манипуляторами, которые пытаются управлять людьми. Общая масса людей, она все время метается из одной в сторону в другую. А ну-ка я начну верить в Бога, ой, а Бога, наверное, нет, а вот эти люди такое говорят, и все так делают, и я буду делать так, как делают все. И вот, наконец-то, на сегодняшний день появилась возможность у каждого человека на этой планете ощутить вот это состояние осознанности. И с осознанностью, с осознанием к человечеству пришло понимание и видение всего в реальности происходящего. И когда люди говорят, что вот мы увидели реальность, то это люди говорят о том, что мы на самом деле с вами, вот в этом реальном мире, в котором мы находимся, и в этом мире есть гонка за деньгами, если мы бежим, постоянно работаем, постоянно хотим быть лучше, хотим лучший телефон, хотим что-то иметь и хотим лучше. Вот это вот гонка, гонка, гонка. А для этого мы с вами находимся как в каком-то забеге, безостановочном при этом забеге находимся, в постоянном. То это состояние все еще сна. Это состояние все еще не реальности. Потому что реальность, она находится там, где есть процессы, которые происходят во вселенском уровне. Вселенная совершает сейчас энергетически важный переход. Эра Водолея — это важный переход. И мы переходим в новые энергии. Новые энергии, как я вам уже сказала, они автоматически будут трансформировать все наши уровни жизни. Они будут трансформировать наше с вами расписание дня, наше с вами отношение к себе же, наше с вами отношение к творчеству, отношение к работе. Все это будет меняться. У нас будет меняться отношение к другим людям. У нас будет меняться понимание вообще себя и ощущение себя, и кто я. Я в своих видео буду продолжать об этом рассказывать и все время об этом говорю. И вот что получается, что на сегодняшний день настолько все изменилось. Я крайние 4 года занималась углубленной трансформацией с помощью техники нанотрансформации, углубленной именно трансформацией своего сознания. Переходила к некоторому осознанию всего происходящего. И я научилась очень многие процессы видеть, и Вселенная мне дает много подсказок. Я как медиум могу получать информацию от Вселенной и видеть все вокруг происходящего, что происходит с людьми. И я понимаю, что масса людей, общая масса людей, она зависит от той пирамидальной верхушки, которая диктует очень многим условия и манипулирует. Дело в том, что это взаимовыгодная зависимость. Здесь нельзя сказать, что ай-яй, одни негодяи, ай-яй, другие жертвы. Дело в том, что состояние жертвы — это состояние всего человечества, и человечеству нравится в нем пребывать. И в этом состоянии жертвы человек пребывает до тех пор, пока не придет к осознанию вокруг себя происходящего. Но сейчас вернемся к теме денег и про эту еще раз верхушку. Значит, тот 1% людей, который пытается манипулировать и удерживать всю пирамидальную структуру финансовую, он диктует условия всему миру. И мы с вами подчиняемся этим условиям только лишь по той причине, что мы зависимы от денег, от получения денег. Потому что мы какие деньги получаем? Получаем доллары. Какие деньги? Доллары, евро, гривны, наши бумажечки. Вот эти бумажные деньги, когда мы их получаем на каких-то работах, на которых работаем, то мы становимся соучастниками этой всей пирамидальной структуры, этой всей финансовой пирамидальной структуры. И мы становимся заложниками невольно именно тех людей, которые создали эту структуру. Ранее деньги отрабатывали некоторую систему взаимообмена. Я тебе батоны, я произвожу батоны, ты срываешь бананы, ты мне бананы. Нам нужно было единственное, что определиться, сколько за мой один батон тебе нужно дать мне бананов.
Например, я понимаю, что я затрачиваю на изготовление своего батона 1 час времени, и вот за этот час какое количество бананов ты собираешь, вот за счет этого происходит обмен. Но когда мне, например, уже надоело от тебя получать бананы, то я от тебя попрошу, чтобы ты мне за мои батоны, например, дала мне ранее какие-то золотые монетки. Вот, эти золотые монетки я держу для того, чтобы в тот момент, когда мне снова захотелось бананы, либо мне захочется рыбу, я буду производить опять же этот обмен. Но, как я вам уже сказала, энергии во всей планеты поменялись. И эти энергии, когда поменялись, они зацепили все наши отношения с людьми. И они зацепили вот этот обмен. На сегодняшний день мы с вами идем к совершенно другим вообще процессам. Будут происходить процессы генерации материи. Генерация материи – это вот совсем вот ближайшее будущее. У нас будут специальные генераторы, в которых мы будем генерировать материю. И в связи с этим нам нет необходимости производить вот этот торговый взаимообмен. Я тебе батоны, ты мне бананы. Если я смогу из атома сгенерировать бананы, то зачем тогда мне печь батоны именно только лишь ради того, чтобы получить бананы? Зачем мне это нужно делать? Сейчас отпала необходимость, и это наше с вами ближайшее будущее, и мы к нему идем. Мы находимся в промежуточном периоде. Отпала необходимость вообще в существовании денег именно в том виде, в котором они находятся, в котором они сейчас пребывают. Все деньги будут трансформироваться, все деньги будут превращаться в некоторую другую систему денежную, не пирамидальную. Пирамидальная система, она опасна для человечества, опасна для людей. Из-за того, что мы с вами зависим от пирамидальной системы, то эта верхушка диктует всем условия. Верхушка в виде 1%, верхушка пирамиды, она боится потерять людей, и она их делает еще больше зависимыми от денег. И как это происходит? Войны, как раз то, что в мире сейчас происходит, и катаклизмы, и все перевороты, и все полностью конфликты, это все, что делает эта верхушка пирамиды, и ей выгодно это подогревать, и даже вирусы, и вот эти все внутренние конфликты всего человечества очень выгодны, потому что таким образом люди будут опять же забывать о том, что они свободны, забывать о том, что они могут быть финансово независимы, и они будут зависимы от своих работ, будут зависимы от тех бумажных денег и от тех старых взаимоотношений, к которым нас все еще пирамида пытается привести и удержать еще какое-то время. Но так как во всей Вселенной происходит тоже какой-то процесс определенной трансформации, то в скором времени даже уже у одного этого процента людей не получится это все удерживать. Это все равно вселенское, и Вселенная прорывает, делается такой огромный, если можно сказать, такой выплеск высокочастотной энергии. Это как взрыв, но это не взрыв, потому что это позитивный взрыв. И люди становятся очень осознанными, и люди начинают создавать, генерить, гениалить, создавать новые системы финансовые, совершенно отличительные от предыдущих финансовых систем. И в эти системы все больше и большее количество людей начинают приходить осознанными. И когда мы приходим осознанные в новые системы, мы совершенно по-новому в этих системах налаживаем взаимоотношения. Когда пирамидальная система работала ранее, я вам сказала, она работала по принципу торговли. Я тебе батоны, ты мне бананы. И из-за того, что мне нужны бананы, мне приходилось постоянно ходить на работу и производить это количество батонов, нереальное количество, тратить свое время, вкладывать туда, вот, инвестировать свое время, не быть с детьми, не заниматься тем, чем я хочу, а все время пахать только лишь для того, чтобы произвести батон, потому что я лучше всего это умею делать, и только лишь потому, что его нужно продать. И только лишь потому, что мне нужны деньги, чтобы потом что? Лечить себя, детей опять же веселить, есть эти бананы, и чтобы потом жить красиво. Но представьте, какой переворот вообще в мире произошел. Все так изменилось, что я эти бананы сейчас смогу в ближайшее время уже не покупать. А атом я смогу превратить в этот банан. Вот представьте, это наше с вами будущее. И что тогда получается? Что мне не нужно тратить огромнейшее количество времени на то, чтобы печь батоны. Оказывается, вместо того, чтобы печь постоянно батоны, провести могу это время совершенно вообще спокойно со своими детьми. Атом
ему все равно во что превращаться. В банан, в батон, в 100-долларовую купюру или в 1 миллион. Или в яхту, или в велосипед, или в цветок. Ему все равно во что превращаться. Либо в бутерброд. Это наше с вами будущее. И в итоге, смотрите, я заскочила далеко вперед и побежала в будущее. Почему сейчас, объясняю, происходит это в мире трансформация финансовая? Потому что деньги и торговые взаимоотношения уходят, пирамида это разваливается. Этому 1% людей, которые манипулируют всеми массами, им нечем будет заняться. Они будут подогревать конфликты, войны, а нам с вами нужно от этого уйти. Чтобы от этого от всего уйти, прежде всего нужно изначально человечеству перейти в новые финансовые системы. Прежде всего стать финансово независимыми, первое. Потом работать над собой, становиться высокоосознанными. Третье, убирать полностью из себя все виды тревожности и страхов, все низкочастотное, переходить на связь со Вселенной. Ну и потом дальше и дальше. Я создала инструменты, которые помогают уходить от тревожности и переходить к состоянию осознания. Но есть люди, гении, которые создали системы, именно новые финансовые системы, которые помогают нам с вами уйти от этой финансовой пирамиды. И как это парадоксально бывает, и как это вообще в мире происходит, что человек всегда очень боится нового, изменений очень боится. И всегда, когда ему предлагаешь новую систему, то человек, который приходит, говорит, а что это пирамида? Потому что он бессознательно очень боится пирамиды, потому что он на самом деле зависим и всю жизнь живет в этой пирамиде. Вот что получается, что наша с вами жизнь, в которой мы живем, вот вся прошлая жизнь, она и была построена по всей этой финансовой пирамидальной структуре. Мы устали от этого. Мы устали быть зависимыми от другого. Мы устали кормить другого дядю. Мы устали всегда, что этот дядя получает всегда больше, чем мы. Мы устали от этой дуальности. Мы устали от этой гонки, погони, сравнений. От того, что вот у соседа лучше, чем у меня. А мне это нужно, а я теперь не знаю, как это, где это достать и как это брать. Вы знаете, вот когда я переехала жить в Швейцарию, меня эта страна очень сильно удивила. Тем, что я изначально думала, что я сюда приеду, а тут будут все ходить в золоте, в богатстве, ездить только тут на Porsche, Chevrolet, на каких-нибудь Bugatti Veyron. А когда я приехала, то что я увидела? Люди ездят на велосипедах, одевают то, что хотят, основное количество времени проводят и в горах, и с детьми. Меня это очень сильно удивило. У них очень небольшое количество работы и очень большое количество отдыха и времяпровождения с детьми. Меня это очень сильно удивило. Это тоже мне дало очень много осознания всего вокруг происходящего. Когда ты становишься очень состоятельный и состоявшийся, то ты совершенно по-другому тратишь свое время, совершенно по-другому распределяешь свои ресурсы, у тебя совершенно другие становятся паттерны, шаблоны, привычки. И, конечно же, у тебя нет необходимости смотреть, а что у соседа лучше, чем у тебя. Уходит эта дуальность, сравнение, соревнование, конкуренция, внутренняя нестабильность, отсутствие вот этой самооценки внутренней. Когда я смотрю, что лучше у соседа, чем у меня, то у меня проблема с внутренней самооценкой. А это уходит. Когда это уходит, то тогда я прихожу к действительно состоянию достатка. И вот сегодня говорим про деньги. Я уже сейчас в первом видео забросила такую тему и понимание того, что на сегодняшний день существуют некоторые системы, которые создали гении. И я нахожусь в одной из таких систем. Я в следующем видео начну ее презентовать, с помощью которой, с помощью этой системы мы с вами вообще уходим от действительно зависимых, больных наших отношений вот, со всей финансовой системой экономики. Само слово экономика, она уже говорит о том, что это все связано с дефицитом, с экономией, и у нее уже схема построения совершенно неправильно. Она уже эта основа уже связана с конкуренцией, с нехваткой, уже связана с тем, что что-то нужно экономить, что-то где-то больше получать. Но мир Вселенной не такой. Вся Вселенная, она изобильна. Она изобильна, и она настолько изобильная, что в ней всего
Всем всегда достаточно. Везде, куда я не прихожу, везде сейчас рассказывают один и тот же анекдот. Так давайте, пожалуйста, выйдем и не будем участвовать уже в этом анекдоте. Помните, вы наверняка уже тоже его слышали, эту историю про то, когда инопланетяне прилетели к людям и говорят: боже, люди, чего вы такие несчастные? А люди говорят: мы несчастные, потому что у нас люди болеют, умирают, что-то происходит, там еды не хватает. Они спрашивают: а почему вам этого не хватает? Какого вам ресурса не хватает? Мы полетим по всем другим землям и постараемся найти вам этот ресурс, принести вам. Что это за ресурс? Люди говорят: этот ресурс, которого нам не хватает, это деньги. Инопланетяне говорят: хорошо, покажите нам ваши деньги, пролетим сквозь все планеты, все пространства, найдем этот ресурс, прилетим, привезем вам. Люди показывают деньги. Инопланетяне полетели, прилетают, говорят: знаете, пролетели весь мир, все плоскости реальности, но, к сожалению, не нашли ваш ресурс деньги. Что происходит? Где вы его берете? Люди говорят: а мы его сами печатаем. Понимаете? И тут в этот момент, конечно же, это просто ступор, замирание. Мы сами его печатаем, мы сами создаем его нехватку. Почему? А потому что мы сами подчиняемся этому 1% людей. Каких людей? Которые хотят нами манипулировать и нас контролировать, и весь мир контролировать. И мы спокойно просто в зомби состоянии находимся, подчиняемся и думаем, что так и должно быть. А когда ты человеку предлагаешь что-то новое и говоришь: смотри, вот тебе новая система, научись ею пользоваться. И если 1 миллион будет пользоваться, то все, весь мир сможет перейти в эти новые системы использования. Все. И тогда получится, это вечный двигатель, вечная жизнь. Это получится, что огромнейшее количество денег, это изобилие. И ты будешь учиться жить в изобилии. То люди этого боятся, говорят: а как же это? А как же я уйду от старых привычек и от старых паттернов? В следующем видео хочу рассказать уже про саму систему, как она работает, в чем ее особенность, вот, и как все-таки ею нужно пользоваться, как она называется и все про нее. Так что подписывайтесь на мой канал, переходите на мои видео. До встречи в следующем видео.